Зеркало мира. Жил в Москве в одной очень богатой семье мальчик Толик. У него было вообще все, о чем только может мечтать мальчик его возраста – 12 лет. Он был очень доволен своей жизнью. Но вот захотелось ему иметь очень дорогие часы за 1 000 000 рублей. У него уже были разные смарт-часы, но сейчас Толику захотелось иметь дорогие механические, чтобы ни у кого в школе не было таких. Папа сначала отказался, потому что решил, что не надо так сильно баловать ребенка, да и в школе эти часы могут быстро украсть или отобрать. Но Толик сделал вид, что у него из-за расстройства пропал аппетит. Мама страшно испугалась, и на следующий день Толика ждал долгожданный подарок. Вот только с часами сразу стала происходить какая-то ерунда. Толик наденет их на левую руку, поносит 10 минут, потом смотрит, а часы уже на правой руке. Наденет часы опять на левую руку, походит минут 20, а они снова на правой. И так постоянно. Если часы не снимать с правой руки и не надевать на левую, то через какое-то время они сами собой возвращаются на левую. Потом опять переходят на правую. Толик пожаловался маме. Она сильно перепугалась и повела сына к детскому психиатру, потому что подумала, что мальчик тронулся умом из-за слишком дорогого подарка. Психиатр выписал какие-то таблетки, а еще посоветовал на время спрятать часы куда-нибудь подальше. Дома мама положила часы Толика в свой личный сейф, а потом дала ему успокоительную таблетку. Толик проспал 10 часов. А когда проснулся, то часы опять были на его руке. Толик выпил еще таблетку и опять заснул. И приснился ему странный сон. Какой-то человек в черной одежде говорил с Толиком, и всем миром случилась беда. Беда эта связана с часами. Эти часы вообще не должны были принадлежать Толику. Их должен был купить какой-то бизнесмен. И вот сейчас в мире произошла ошибка. Мир как компьютерная игра, в нем тоже иногда случаются ошибки. Если ошибку не исправить, то дальше будет только хуже. Рано или поздно мир вообще может зависнуть, и тогда вообще все исчезнет. Есть только один способ исправить ошибку. Надо найти зеркало мира. Там за этим зеркалом есть другой мир. Это запасная копия нашего мира. Толик спросил во сне: «А как я найду это зеркало мира? Ты сам это поймешь». Толик проснулся. Он весь дрожал от страха и был покрыт потом. Он не поверил сну, но зря. В этот день с работы пришли 2 папы. Причем эти 2 мужчин вообще даже не удивлялись тому, что их 2, будто так и надо. Они сидели за столом и дружно между собой разговаривали. А мама ухаживала за ними обоими. А потом в школе, где учился Толик, появился еще один этаж, 4-й, хотя раньше было только 3. И все ходят такие по школе, никто не замечает изменений. Заходят на этот 4-й этаж, учатся там, как ни в чем не бывало. Но и совсем Толика добило то, что дорожные знаки на московских улицах стали черными. Из-за этого стали постоянно случаться аварии. Стало очень опасно не только ездить, но и ходить вдоль дороги. И опять никто этому не удивлялся. Решил тогда Толик, что должен найти зеркало мира. Он стал подходить к разным зеркалам и искать в них что-нибудь необычное. Но все были зеркала как зеркала. Толику подумалось, что зеркало мира может быть вообще не в Москве, а в каком-нибудь другом городе. Он купил в магазине большую карту мира и стал думать, где же может находиться это зеркало мира. И тут на карту села черная муха. Толик понял, что это знак. Вот здесь и надо искать зеркало мира. Место это называлось поселок Ола, рядом с городом Магаданом, который находится очень далеко на Дальнем Востоке. Толик как-то сразу догадался, что Ола – это последние 3 буквы слова «зеркало», только в обратном порядке. И вот поехал Толик с мамой в Магадан, а потом в поселок Ола. Целую неделю они там ходили по поселку, просили людей пустить их к себе в квартиру, чтобы посмотреть на их зеркала. Люди там оказались добрые, почти все пускали, но так ничего и не нашли. Сидят на скамейке, грустят, и тут выскакивает какой-то маленький грязный мальчик лет 7, выхватывает у мамы Толика сумочку и убегает. Толик за ним. Пацан подбежал к какому-то заброшенному кирпичному дому и нырнул в подвал. Толик прыгнул туда же. Там в подвале он побил пацана и отобрал мамину сумочку. Мальчик в слезах вылез из подвала, а Толик остался. Там на стене висел треугольный осколок зеркала. Толик заглянул в зеркало, оно сразу показалось ему странным. Только вот что.
Тут только до Толика дошло, что в обычных зеркалах у него челка налево, а тут направо. Толик сказал вслух: «Неужели это зеркало мира?» Ему показалось, что он не один произнес эту фразу, а вместе с кем-то. Толик спросил: «Здесь кто-то есть?» Кто-то невидимый вместе с ним тоже спросил: «Здесь кто-то есть?» Тут до Толика дошло, что это он сам и повторяет, только из зеркала. Значит, нашел он наконец-то зеркало мира. Только что дальше делать, Толик не знал. Он протянул руку к зеркалу, потрогал его, но он почувствовал не холодное стекло, а теплую человеческую кожу. Это он сам к себе прикоснулся. Толик изловчился и пожал руку самому себе, другому Толику из зеркала. Тут из-за угла выбежала крыса, только она была ярко-красная и с клювом, как у птицы. Потом зажегся яркий свет, сам собой в подвале появился стол из их квартиры, где жил Толик с родителями. За столом сидели два папы и увлеченно обсуждали между собой цены на нефть и уголь. Потом у Толика сразу на обоих руках появились его дорогие часы. Толик понял, что надо поторопиться, еще чуть-чуть и мир совсем зависнет, все пропадет. Может быть, надо перебраться в запасной мир? Просто залезть туда. А вдруг и тот мир тоже сломается? Должен же быть какой-нибудь запасной мир. И тут ему в голову пришла отличная идея. Он отломил от зеркала половинку, положил ее на пол и прыгнул в нее. Что-то произошло. Долго кружилась голова, перед глазами мелькали какие-то пятна, но потом все стало нормальным. Вот Толик, вот подвал. Нет в нем ничего лишнего, все как и должно быть. На стене висит кусок зеркала, который стал вдвое меньше. Толик стал искать вторую половинку, которая была на полу, но она куда-то исчезла. Толик понял, что все позади. Старый испорченный мир исчез, Толик оказался в запасном. Он вылез из подвала, рассказал все маме, они вернулись домой в Москву, и дальше все было как обычно.